Приветствую всех на моем канале. Спасибо, что заглянули. Не забудьте нажать кнопочку подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. А также нажмите колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. В этом видео я расскажу, как связать круглые глазки. Их можно использовать как для куклы, так и для игрушки. Для вашего удобства на моей страничке в Instagram или в группе ВКонтакте можно скачать описание вязания таких глазок. Для вязания глазок я буду использовать ниточки хлопок гамма и рис белого, черного и голубого цвета. Вы можете любой другой цвет глаз выбрать. Крючок для вязания я использую 1 миллиметр. Один глазик я уже связала. При использовании вот этих ниток и крючка миллиметр получается глазик почти 1,5 сантиметра вот так в ширину, так примерно 1,3. Примеряйте, примерно прикидывайте на свою куклу. Если нужен глаз больше, соответственно, берите и крючок больше, и пряжу толще. Если меньше, то берите крючок меньше, соответственно, и ниточку, например, мулине или швейную нить. Я буду вязать вот для такой головы глаз. И универсальность этой схемы круглого глаза в том, что она подходит для обоих глаз, и левого, и правого. Просто потом, например, можно наклонить чуть-чуть вот так или вот так, черным в бок, или просто поставить прямо, и они будут смотреться одинаково, либо вот так симметрично наклонить. Поэтому второй глаз сейчас я свяжу на камеру и покажу, как это будет смотреться. При вязании тонким крючком я использую пластырь на пальцы, клею для того, чтобы у меня не образовывались мозоли, иначе потом очень больно. Начинаем вязать с черной нити, и здесь вы видите схему. Нужно связать 6 столбиков без накидов кольцо амигуруми, 6 прибавок второй ряд и столбик прибавка 6 раз, это третий ряд. Простая схема круга. Свяжите, я не буду этого делать на камеру, потому что черной ниточкой все равно ничего не видно. Вот такой кружок должен у вас получиться. И черную ниточку не отрезаем, вытягиваем петлю побольше, чтобы она не потерялась. Вводим крючок в следующую петлю и привязываем сюда ту ниточку, которую вы хотите цвет глаз. Узелок я не делаю, я просто прокладываю потом эту ниточку. Вот я сюда ввела и делаю воздушную петельку. Таким образом. Это у меня будет петля вместо первого столбика без накида. Дальше в следующую петлю я провязываю прибавку, и вот этот хвостик сразу туда прокладываю, чтобы его закрепить. Один, туда же 2, следующую петлю столбик без накида. Все, этот кончик теперь можно убрать, он уже закрепился. Дальше снова провязываю столбик, прибавку, столбик, и третий раз провязываю такой же узор, столбик, прибавка, столбик. И завершаю этот ряд, столбик, прибавка, и соединительный столбик.
соединительный. Вот так я провязываю. Теперь разворачиваю вязание, пропускаю соединительный столбик и со второй петли от крючка, получается, вот это я пропускаю во вторую петлю от крючка, провязываю 3 соединительных столбика, 1, 2. Старайтесь вязать всегда за обе стеночки. 3. Дальше столбик без накида, прибавка, столбик без накида, прибавка, еще столбик без накида, прибавка и последний раз столбик без накида и прибавка. Дальше столбик без накида и 2 соединительные петельки. 1 и 2. Вот так. Эту ниточку можно вытянуть немного, оставить кончик и отрезать. Больше она нам не нужна. Возвращаемся к вязанию вот этой нитки. Переворачиваем обратно глаз. Снова берем черную петлю. Дальше вот эту первую петельку, где мы присоединяли нить, мы ее пропускаем. И в 2 следующие петельки, уже по синим у нас здесь соединительные столбики, в них мы провязываем тоже соединительные столбики. Придерживая кончик, его нужно здесь тоже проложить, чтобы он закрепился. 1 и 2 соединительный столбик. Все, здесь нужно вытянуть нить сантиметров 10 подлиннее. Мы ей еще будем вязать и отрезаем. Пока вот так выглядит глаз, осталось провязать белым и с этой стороны тоже сделать черный такой вот ободочек. Присоединяем белую нить. Так, в ту же петлю, где вот мы связали последний черный столбик, выводим крючок и присоединяем белую ниточку. Выводим ее сюда, делаем тоже петлю, это будет как бы вместо первого столбика, и провязываем еще 2 столбика без накида. Я тоже креплю здесь этот кончик, сразу прокладываю 1, 2. И дальше по вот этим петлям синим провязываем прибавка столбик 4 раза и 2 столбика. Закончим мы где-то вот здесь вот. И дальше я покажу.
конце вязания белую нить я отрезаю, оставляя небольшой кончик. И теперь нам осталось только довязать черной ниточкой вот с этой стороны такой вот ободок, часть вот эту века, не знаю, кому как кажется. Я ввожу крючок в ту же петлю, где я провязала последний столбик белой ниткой. Беру вот этот длинный оставшийся кончик черный и сзади просто его вот так прокладываю. Вот так просто. Чтобы он только не натянулся сильно, чтобы глаз не деформировался. Цепляю и вывожу сюда. Здесь нужно проложить вот этот кончик белый, чтобы он закрепился вот сюда. Провязываю воздушную петельку здесь. И вот по этим оставшимся петлям синим, здесь у нас тоже соединительные столбики. Первую я пропускаю, а во вторую сейчас я ее подцеплю. Трудно уже. Вот, когда нужен пластырь, вот в таких случаях. Потому что соединительные петельки вообще трудно провязывать. И провязываю еще последнюю вот здесь. Белую уже можно убрать, мы ее закрепили немножко. И еще соединительный столбик. И вот сюда в основании, где у меня синяя вот эта петелька, столбик первый, я в ту же петлю черную делаю еще соединительный столбик. Ниточку достаю, и я ее здесь еще прокладываю в пару петелек, чтобы выровнять, чтобы не было уголка. Так вот раз, и с другой стороны. Два. Сюда вытягиваю. Все, второй глаз готов. Вот немного распрямить, поправить, чтобы здесь синий не было видно. Все, сзади кончики нужно стянуть все в узелок, связать. Которые закреплены, их можно обрезать. А которые не закреплены, вот этот черный, вот этот белый не очень закреплен, их сзади стянуть просто и узелками завязать. Вот эту черную, которую я сзади прокладывала, я тоже вот с этой стороны подтягиваю, если нужно, если здесь вот петелька торчит немножко, бывает. Тоже подтягиваю, привожу в нормальный вид глаз. И можно пришивать после того, как вы вот эти все узелки сзади завязали, подрезали, чтобы они никуда не вылазили. Вот, два глазика. Пришивать, конечно, в идеале с этой стороны белой ниточкой, с этой стороны черной ниточкой. Я пришиваю за вот одни стеночки, вот эти вот, да, которые кажутся более крайними, дальние от нас, если смотреть с той стороны, с лицевой, да, с которой мы вязали. За эти стеночки, вот здесь за черные стеночки тоже, когда пришьете, то вот это синее или белое, которое торчит, оно не будет торчать. То есть вот так вот пришьется все, и ничего не будет видно. Вот за эти вот все вот петельки нужно пришить. Место для пришивания выбирайте на голове куклы в зависимости от того, где вы хотите видеть глаза. У меня вот здесь будут глаза примерно. Хотите здесь, делайте здесь, все зависит от вашей куклы. У меня у этой куклы глаза низко, начинаются от рта. Вот так я буду пришивать. И потом я просто краской акриловой тоненькой кисточкой наношу вот здесь 1-2 блика на каждом глазике,
чтобы они не были такими страшными, да, чтобы взгляд живой был. И можно сделать реснички. Реснички можно вышить, можно нарисовать. Это уже на ваше усмотрение. На этом видео я заканчиваю. Спасибо за просмотр и до встречи в новых видео.